Так. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мальчики. Здравствуйте, дорогие девушки, тети, дяди, ну и дедушки, естественно, и бабушки. С вами, как всегда, Леха, Hardplay. Очень надеюсь, что вы меня хорошо видите и слышите, ибо YouTube немножечко в последнее время болеет. Последние лет 8. Да, вот. Ребят, сегодня мы возвращаемся в замечательную рубрику «Игра на вылет». То есть мы смотрим новинки игровой индустрии. 1000 лет ничего подобного не обозревал. Ничего хорошего не делал. Но хочу отметить следующее. Значит, что я хочу отметить? То, что вышло в 2024 году MMORPG. Знаешь, что такое MMORPG? Это игры, в которых, в общем-то, люди проводят целые жизни, потому что там невозможно сохраниться, там невозможно ничего делать, там, в общем-то, вот максимальные коммуникации с игроками, все это живое, и все это максимально вот движется, делается, и какие-то рейды, боссы, и, в общем-то, и так далее, и тому подобное. Игра называется Once Human. Сразу же на старте она провалилась. Успешно начали каловые массы в Стиме просачиваться из всех щелей. Отсюда выпилен или вообще не сделан русский язык, поэтому просто на интуицию, просто посмотрим. Это просто обзор, что вообще из себя представляют в 2024 году MMORPG. Всем ММОшникам, всем любителям Lineage, Айона, господи, прости меня, Lineage еще раз, и World of Warcraft, и прочих MMORPG. Здравствуйте, товарищи. В общем-то, скажу все как есть, ибо краем глазика так следил за этим проектом. Игра про какое-то вроде бы будущее, в котором ничего абсолютно непонятно, что-то происходит, что-то куда-то переколдыбенивается. Короче, все вот так вот. Да, кто-то говорит то, что в сентябре завезут русский язык, но если честно, минус огромный разрабам, комьюнити наша огромнейшая, просто колоссальнейшая, я бы сказал, и фанатов MMORPG в нашем регионе просто огромное количество. Так что ладно, ничего страшного, будем вместе с вами переводить. В общем, располагайтесь, будьте как дома, будете мне помогать, если что, переводить. Если не будете помогать, ничего страшного, у меня есть секретный инструмент, при помощи которого буду очень быстро все переводить. В общем, всем приятного просмотра. Кому подобная тематика заходит, кстати, она одна из самых ваших любимых таких вот подобных обзоров быстрых, обязательно поставь лайк, напиши комментарий, обязательно напишите следующее, в какую MMORPG вы играли или вы не играли. То есть вообще не знакомы с этим жанром. Очень интересно посмотреть на всех нас. Ну а мы прямо вот сейчас, вот буквально вот прям вот так вот раз и начинаем. Пульс, я так думаю, что здесь он, в общем-то, и не нужен, а абсолютно совсем. Я просто создал персонажа, постоял в очередях, очень успешно, в районе где-то 30 минут были очереди. Ну, в общем-то, игра новая, ну, наверное, возможно такое. Потом легли все европейские сервера. В общем, все как мы любим. Я не помню ни одной абсолютно MMORPG, которая бы нормально стартовала вот на старте. Обязательно какая-то трэш полнейший творится. Что я хочу сказать по плюсам? Это вот. Это, знаете, это вот азиаты. Вот за что я люблю азиатов. Люблю их просто вообще прям не могу, прям до одурения. Люблю почему? Потому что им вообще плевать на всю вот эту вот эти новые тенденции, касаемые «О боже мой», вот «А так правильно», «А так неправильно», а вот где здесь вот эти вот голубые, зеленые, фиолетовые. И тут какие-то эти фемки подтянулись, и все подтянули, им вообще на все это плевать. Они сказали:
Должна быть у женщин красивая попа. Все. Попы красивые. Почему именно девушку создал? Потому что все нормальные потлатые, волосатые мужики, родскеры, играют, естественно, затянок, потому что на жопку смотреть просто приятнее, да. Когда очень много часов проводишь в игре, как бы, я думаю, все подтвердят. Ну, а мы начинаем. Давайте посмотрим, что вообще такое. Короче, мы вылезли. Нас вот отсюда выплюнуло из какой-то непонятной абсолютно капсулы. Графика, действие, анимация. Знаете, мне кажется, что игра опоздала. Опоздала она лет на много. Потому что вот мир, который я сейчас вижу, вот конкретно сейчас, он, знаете, он довольно постный. Хотя это и миром-то не назвать, да, это, наверное, лаборатория. Но очень он такой, он вот как будто, вот знаете, вот он, я не пойму, тут хоум-видео снимали, чешо. Посмотрите просто вот на эту камеру, но это просто, это просто потрясающе. Кстати, нас здесь кто-то снимал. Да, нас здесь кто-то снимал, прям фиксировал крупниками. Все, как я люблю. Так, мы что-то взяли, читать не буду, сразу говорю, английского не знаю. Мне больше интересен геймплей, что здесь вообще творится и происходит. Что я сразу заметил? То, что они взяли сюда, впилили вот эти вот вещи. Я так понимаю, это стамина. Ну, все понимают, что это такое. Санити. Давайте переведем. Очень, на самом деле, интересно, что это может быть. Прямо сейчас я вам, в общем-то, и зачитаю, что это за санити и что это вообще такое. Значит, давайте смотреть. Вменяемость. Вменяемость, это вообще-то переводится. Ваше здравомыслие будет снижаться, когда вы столкнетесь с монстрами или попадете в зоны загрязнения. Потеря здравомыслия уменьшит ваши максимальные очки здоровья, то есть HP. Когда ваше здравомыслие будет ниже половины, у вас появится каприз. Не знаю, переводится каприз. У вас может быть только 6 капризов в любой момент времени. Какой-то каприз. Что-то мне это напоминает. Знаете, где-то что-то такое было. То, что типа может перс с ума сойти. По-моему, Darkest Dungeon, да, игрушечка. Что-то типа рассудка, наверное. Я бы это рассудок называл, да, потому что, ну, типа, просто перс может сойти с ума, да. Значит, дальше, ну, это понятно, водичка и желудок. Нам сразу на входе дали вот такие вот штуки. Это вода. Анимация есть, между прочим, то я прям удивлен. И это фуд, еда. То есть даже с моим уровнем дебиловатого английского, в общем-то, все предельно ясно и понятно. Пить он, кстати, любит очень-очень-очень-очень прям хорошо. Так, ну что ж, поехали. Давайте заходим, смотрим, что есть или чего нет. 2 двоечки, 228 54. Нет, не то. Мой любимый пароль, я его просто везде ставлю. Так, я так понимаю, что нужно смотреть где-то в документах, да? А документы у нас... Это гир. Угу. Вот это вообще я не знаю, что такое. Это что-то типа даже, возможно, какого-то крафта, я не знаю, прокачки оружия. Это первое, что мне приходит в голову. И да, вот здесь прям прописан дамаг, крит, не крит, короче, все это прописано. Даже вот какие-то вот такие вот вещи есть. Ну, кстати, очень красиво сделано, на самом-то деле. Ничего, правда, пока не понятно, но очень интересно. Итак, значит, пароль. Enter 0728 to unlock the door. My English is very good. Find the access card and enter the research lab to... Короче, найди карту и прислони ее для того, чтобы что-то там произошло. Это я могу. Наверное, вот здесь вот карта. Да. Что-то мне подсказывает, что это именно она. Так, теперь мы ее прислоняем. Откуда она ее достала, говорить не буду. Но, напоминаю, это мой РПГ, между прочим.
Ля-ля-ля-ля-ля, какая! Уф. Что за анаконда, а? Уф. Какой-то рюкзак дали. Их вильнихт, да. Дали рюкзак. В рюкзаке нет ничего. На N, кстати, фонарик. Приятный звук фонаря, прикольный. Это прыжок. Это мили-атак и тап. Очень удобно. Сразу говорю, ребят, буду максимально все вот открыто прямо говорить. А я уже вот прям вот привык. Я вроде еще только в игру зашел, а уже вот вроде как и привык. И да, не удивлюсь, если на C это пригибаться. Да, так оно и есть. Очень все доступно, понятно, сделали. Молодцы. Вот что молодцы, то молодцы. Так, ты кто? Поговорите с птицей. Ну, говорит, приятно видеть твою рожу. Да. Метахьюман. Ну да, зачем озвучивать персонажа, действительно. Хотя он, может быть, не разговаривает, может, не мой. А если он не мой, то и не твой, то чей он? Ты, говорит, помнишь, кто ты? Нет. Ничего не помню. Я Розетта. Судя по тому, что у меня написано Розетта, я, наверное, Розет. Розет. Роберто! В общем, кто знает английский. Короче, я Розетта. Мне плевать, как меня будут называть. Я просто Розетта. И все. Почему со мной разговаривает птица? Вот это вот уже другой вопрос. Короче, он говорит, я тебе буду помогать, нам нужно двигаться, и как бы просто пойдем и посмотрим этот мир. Ну, что-то типа такого. Короче... Прикол. Так. Мачете. Ну, как минимум, у меня есть мачете. Мачете — это хорошо. Что эту игру сразу запорит? Вот мое личное мнение. Эту игру, ребят, запорит вот это, знаете, казуальность и миллиард. Просто миллион, миллиард. А что с ухом у персонажа? Почему красное ухо? Что с твоим ухом, солнышко? Ну, это релиз. Значит, что за полностью вообще похоронит эту игру? Это огромное обилие дропа и вот одно и то же. Кто-то скажет, в МРПГ, Леха, это всегда так и есть. Гринд, квесты, гринд. Ну, не знаю, посмотрим по функционалу. Очень надеюсь, что какое-то обилие мобов будет, что какой-то хардкорушка подъедет. Так, этого мы лутали. Что за... This is a life form that has been infected with stardust. It's called a deviant. Our world has been overrun with deviants ever since Starfall. Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. Это чё? When they do, they end up just like that thing. But you're a metahuman. In fact, if the conditions are right, you might even be able to use stardust to your advantage. Не, чемоданы с оружием — это очень хорошо. Молотов коктейль. Действительно, почему в начале игры не дать молотов? Я считаю, это нормально. Приятные удары. Очень, ну вот, знаешь, как будто бы вот ты чувствуешь, что происходит. То есть, бывают такие сухие, прям вот не вот это все, а вот приятненько. Неплохо сами удары сделаны. То есть, чувствуется удары оружия. Вроде бы как. Нормально там все у тебя? Так, я так понимаю, здесь нужно, наверное, подняться.
Я не пойму, я в Portal, что ли, играю? Что это за проход? Материалы какие-то. Материалы. Даже не зная английского, ты чисто на вот таком, знаешь, как бы... Ты просто читаешь материалы, еда, вода, все как бы, все понятно. Круто. Мне это нравится. Обязательно учите, ребят, в школе английский язык. Есть шкильники. Скажешь, не так много, но все-таки. Учите английский, потом очень пригодится. Не будьте как я. Автоматом все одевает, автоматом все обувает. Предметы делятся на какие-то фиолки. У них есть цвета серые, какие-то серые, немножко какие-то непонятные. Зеленые, фиолетовые. Ну, что-то вроде как даже что-то такое. Ближе к истине. Я так понимаю, 110 это, наверное, вещи ломаются. Melee damage, то есть вещи даже дают какой-то бонус к чему-то. Каждая вещь, заметьте, у нас дает бонус к melee damage. Угу. Понял, принял. Опа, а где я? Пока что дропа просто... Я не знаю, что это и зачем, но я их собираю. Дотронулись до кого-то. Я вообще люблю, когда, знаешь, вот потрогать можно. Так, вот это бы хорошо бы почитать. Это бы хорошо бы почитать. А ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка, братцы. Айн момент. Пространственные флуктуации часто вызывают аномалии во времени, позволяя увидеть сцены прошлого еще раз. А вот это чисто Детройт, да? Из Детройта взяли, да? То есть ты как бы подходишь и можешь воссоздать картину прошлого. И эта идея была, по-моему, даже в... Как же он назывался проект-то? Вот недавно схлопнулся этой иркутской студии, которые сделали. Что-то помните, там тоже такое было. Ты как бы такой приходишь, да? И такой раз, и там все воссоздается. И, конечно же, в Division это было 100%. Активируйте, типа, это место, и вы увидите, в общем, что происходит. Круто, крутой функционал, он мне, кстати, всегда нравился. Это согласен, это классно, это здорово. Типа, можно посмотреть, что здесь произошло. DVT-011? My name is Victor Hammett. What's your name? I don't know. Мицука. All I know is that I'm a monster. My mother, my father, Девочка говорит, я не знаю, кто я, короче, монстр. they're gone. Мать, отец и второй отец исчезли. Try and stay calm. I'm here, and I will do everything. Здесь, чтобы тебе помочь. No use. No one can help me. Никто мне не поможет. It'd be better for everyone if I just leave me alone. Ставь меня в покое. Please, don't waste your time on me. I'm afraid I can't do that. And you're not a monster. In fact, you're very, very special. Я, говорит, не могу это сделать, ты не Learn how монстр. to control your power. Ты особенный, ты дивергент. You can help fix this broken world. We can do that together. Короче, говорит, я тебе помогу, и мы сделаем это вместе. Что-то типа такого. I better Если что, fly. поправьте. It's flying. Yes. Моя бабочка, она First летает. deviation. And look how gentle it is. I remember my name now. It's Mitsuko. It means child of Мицука, light. короче, ее зовут. It's my first creation. I will create more. Мицука. Так.
За водичкой надо смотреть. Водичка довольно быстро заканчивается. Я такой человек, знаете ли. Очень люблю вот это все поисследовать. Посмотреть. Красиво, в красивых цветах сделано, мне нравится. А сюда пустите? Я же найду вход. Я такой. А я знал, что, ребят, этим все закончится. Все вот эти ваши стримы, все закончится дуркой. Железобетонно. Медкит. Блин, я туда хочу. Не? Прыжки обычные. Может быть, вот где-нибудь здесь? Нет? Двери все закрыты. Да, я сейчас как Филипп Киркоров. Не в ту дверь сейчас зайдем просто. Осуждаем эти движения. О, как. И чё? Ага. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Ну, не знаю. Короче, что-то там где-то поискать. Хочется посмотреть игру дальше. Все-таки это обзор. Прикольно. Щелкает. По щелчку пальцев. По щелчку в 3.15. Татань. Что здесь? We need something powerful to challenge the evolutionists. And I think I finally found it. You. Hey, we can secure other deviations. We can use them to forge a new path and bring about true evolution. This will be the Mayfly's mission. Оранж... Вот этот вот цвет. Такой, да, фиолетовый. Я его не люблю, ребят. Mayfly. Я больше люблю оранжевый цвет. Сразу говорю. Потому что это, ну, как бы, во-первых, наши партнеры, во-вторых, мой любимый цвет. И вот если все было в оранжевом, да, и вот здесь вот вверху вот такая вот большая-большая вывеска, да, оранжевая, и там что-то вин, там 5-10, что-то там забрать какие-то бонусы, какие-то фрибеты, я не шарю особо, но было бы вот очень интересно, да, вот в первом закрепленном комментарии можно более подробно узнать, кстати, на эту тему, сейчас тем более там футбол идет, там, ну там все, то есть идет, материалы сыпятся просто как из рога изобилия, поэтому, ну, как-то так. Что за... А, он прям... Чемодан? Какого... Чемодан? По щелчку в 3.15, реально. Она прям плечом в него заходит. Прикольный функционал сделали. Reach out your left hand and see if you can feel the rhythm of it. Then try and secure it. Бабочка. Что ты, говорит, видишь? Бабочку. Как в дурке. Очень красиво. Ну, здесь красиво. Очень неплохо. Для MMORPG пойдет. Но ничего не понятно. Абсолютно. Так, что мы имеем? Кстати, в этой хрени даже есть отражение. Это что? Чего? Так, стоп. Какая-то база или... Солнечные батареи.
какого... Где мы? Мицука. V, you made it back. You're still alive. Yes, О, говорит, and ты look what I вернулся. found. И живой. Meta. Only just woken up. They were kind enough to activate the cradle and set me free. Thank you, metahuman. Your help means a lot to me. You can call me Mitsuko. I Мицко. used to be a metahuman as Мицко. well. Rosetta did all kinds of experiments on me. That is, until V saved me. Mitsuko is a very special meta. She can sense even the tiniest fluctuations in the stardust. It's thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. You're safe here. Yes, the butterfly is an emissary of sorts. I wanted it to help rescue other metas. The recent fluctuation must have startled it. The important thing right now is to secure it and ensure its safety. See that thing in the center of the room? It's a device for securing deviations. This makes them more useful and safer to be around. Не пойму, что за шкаф в центре стоит. Короче, этот Бэтмен, я все был правильно, я все сказал. Он мне будет помогать. Бэтмен, вот этот вот, птичка вот эта. Что это за такое? Я не пойму, аквариум, чешу? The butterfly is recovered. I think it likes you. Чё? Скилл рейтинг 1. Activity рейтинг. У меня такое ощущение, что это как будто бы база. Это бабочку забрать. Давай ее пока здесь оставим. Так, ну допустим. У меня стойкое ощущение, я говорю, то, что это... Типа твой респаун или что-то типа такого. Графика там была более-менее, здесь она просто никакая. Я говорю, эта игра опоздала лет на 100. Я не графодрочер, но факт остается фактом. Карты нет. Я, по крайней мере, ее не вижу пока что. Карту. Deviations can be very dangerous if not taken care of. Кто победит, Испания или Англия? Испания. Stardust, which can lead to all kinds of unpredictable consequences. This is why we created the Mayflies. We make cradles and securement units to keep deviations contained. We're finding ways for humans and deviations to live in harmony. This is our best chance of cleaning up Rosetta's mess. Потрясающе, да. No Ну, one's озвуч... exactly sure what they are. озвучка подъедет, Just наверное, that к they're Новому not году, bound by дай the бог. physical laws of our world. They came from another dimension, something we call rift space. When deviations get stressed, they release В настройках stardust. должен быть русский We язык. think this Да, brings our world and rift space конечно, closer должен. together. Sometimes it becomes possible to pass between the two planes of existence, and when that happens, all hell breaks loose. We believe that's what caused Starfall. все верно, да. Я просто на английском люблю слушать. Some deviations are friendly, like the butterfly, but others, like the ones inside monoliths, it's not practical to secure. You must be prepared. The start. Короче, это психодел просто какой-то лютый. Be careful. That must be a siren. Shit, it must have gotten through. Come on, Meta. A deviation from another world just entered this space, and it won't go down without a fight. Take the butterfly with you. Take to butterfly with you. Забрал. Даже так.
Ну, это вообще неплохо. Не, знаете, что интересно? Да, 110, 140, я правильно сказал. Тут причем каждая одежда дает какой-то бонус. Ну, допустим. Gathering Speed. Очень недурно. Куча материалов. И... Дальше-то что? Подожди, мы же ее наоборот должны собрать. Нет? Не пойму, что здесь надо сделать. Причем надо сделать 3 вещи. Может быть, здесь что-то? А вот, подождите, скилл рейтинг. Таргет, скиллс. Подожди, это место прокачки, что ли? Да ладно. Спасибо огромное, приятного просмотра. Самурай, я чуть-чуть пораньше запустил, чуть-чуть. Интересно. Да, мы изучили, забрали. Ну, как бы я так понял, поехали. Нет? Грязная вода. О! Наша пошла. Звуки приятные, похожи очень на... Я вам сейчас скажу, на какую игру. Мы с вами играли тоже мой РПГ. Как же она... Дай бог мне памяти, как-то... Оперор. New World, да-да, конечно. New World. Очень похоже. Кстати, и анимация отчасти даже где-то похожа. Не знаю зачем, но мне надо. Кустики, какие-то ягодки, какие-то... просто миллион всего. Я только не пойму, дают ли опыт за это. По-моему, не дают. По-моему. Банян. Нет опыта. По крайней мере, я не вижу. Анимация пока... Ну, я думаю, что они доделают еще. Соберите Грейвел. Что такое Грейвел? Я завтыкал. Парис.
У меня такое странное ощущение, то что Грейвел это, знаете, что этот? То ли камни, то ли еще что-то. Мы сейчас это проверим. Потому что я все собрал. Вот сейчас, вот прям сейчас проверим. Да. Интересно, кстати, как дословный перевод. Камень. А не стоун камень? Find. Найдите локацию и типа... Аж так. Пойдет. Быстрые слоты, это я вижу. Есть такие. Типа, найдите локу. Но карты нет, ничего нет. У меня такое ощущение, что это вообще обучение. Нет? Ага. Хрена себе, яблочки. Яблоки дают. Здесь дают яблоки. Ну хорошо, ну допустим, вот здесь хочу. Выше, ниже. Ага. Повернуть так, повернуть так. Удалить, приблизить. Угу. Так, ну это прям база-база. Нифига себе база, блядь, со спальником, со всем остальным. Так, скрафтите лук, по-моему, да? Что он там сказал? Угу. Вода, еда, стрелы и прочее. Угу. Дерево есть. Раз. А может ли прокнуться круче? Что, дерево моря? Или они все одинаковые? Вот это очень интересно. Я думаю, что они пока что одинаковые. Видите, у них тиры есть. Вот я 3 скрафтил, они все 3 одинаковые. Интересно. Это неплохо. Это очень неплохо. Хм. Ну, допустим. А можно как-нибудь... Стрелы. Я же луки, да, сделал? Же, наверное, в гире. Ну да. Они все одинаковые? По-моему, все одинаковые. 217, 125. Есть. Хм. Интересно. Игра очень New World напоминает. Она мне прям не то чтобы напоминает, а прям напоминает. Мне интересно другое. Знаете что? О как. О как даже есть. Угу. В голову, кстати, крит тоже есть, если что. Знаете, у меня странное ощущение, что... По-моему, я же могу, да, успеть?
А. Геннадий. Самое смешное, знаете что? То, что не хватит совсем немного. Буквально одной стрелы. Опа, смотри, Геннадий! Ну, как минимум, я мясо крокодила подрезал. Так, что нам еще сказали? Нам сказали скрафтить да, без проблем. Окей. А, время есть на крафт. Чтоб вы понимали, я вот так вот приподниму, там времечко идет, если что. Угу. Давайте-ка я, наверное, себя вот сюда вот, да, лучше уберу, чтобы вы все видели у меня. Вот так вот. О, прекрасно. Тут, извини меня, время есть на крафт. Новый арк. Ну, да, что-то, да. Такое, да. Что-то такое, прям вот и все. Наверное, и смогу с тобой согласиться. А не согласиться очень сложно. Что-то такое оно есть. По-моему... А как комплект? Их забрать надо еще. Вот так вот даже. То есть ты, ты можешь поставить и уйти. Поставил и ушел. Все, понял. Мне нужен камень. А камень... Поработать надо. Камень разбивается, конечно. Забейте. Но... Интересно. Опыта не дают. Опыт за вот это все не дается. Я думаю, что... Почему-то мне кажется, что это, ребят, обучение. Вроде как мир. Вроде бы я вышел. Очень интересно. Defeat the attack. Он. Не могу сказать, что это плохо. Не могу такое сказать. Ты знаешь, почему-то зашел в мой РПГ, но, понимаете, я вот не могу... Вот я любитель просто мой РПГ, ребят. Мы с вами тем более скоро в линягу влетаем, и я прям это... Линягу, естественно, волдовую. Не вот это вот автобой, автолут, автозаглот. Вот. А в линяженьку влетаем оттуда. Кстати, вот мне знаешь, что интересно? Просто все равно это обзор игры, правильно? Как вам вообще вот сейчас? Она вроде как залипательная. Что-то в ней есть. Мне вот это вот нравится. Брали бы вообще вот это вот. Интересно, а скрафтить штаны вот сейчас можно? Или нет? То есть, а если я зайду в крафт, армор, допустим, штаны. How to get. Смотри, как интересно пишут. How to get. То есть, как достать этот материал. Hunt animals. Поняли? Ты иди на этих поохоться. Классно же. Вот классно сделали. Мне нравится. Ну, допустим, Hunt to Animals. Как она правильно называется? То есть, понимаете, должно быть все просто на вот на это. Hide. Допустим. А где у нас Animal? Что-то где-то я здесь видел кого-то. О! Дро! Ага, тут еще... в голову есть криты. Все, понял. Криты фиксируем. Была бы еще, зараза, прокачка вот этого всего сбора. Шкур, не шкур. А может быть, она и есть? Не дали.
Так думаешь, ты еще и хрен достанешь нужный тебе материал. Хайд дали. Есть хайд, ребят. Сразу для особо одаренных, я еще раз говорю, простите за мой английский. Хайд как переводится? Хайд. Я лучше у вас буду все спрашивать. Вот пока на ходу, если кому не сложно, да, вы там подскажите, пожалуйста. Вот. Классно. Мне нравится. Сразу же экипировались. Кожа. Подождите, а не спрятаться ли, да? Шкура, наверное, кожа. Угу. Not bad. И штанишки тоже к газрингу дают. Газринг, я так понимаю, это сбор, да? На самом деле, мне вот, как человеку, который плохо, ну, знает английский, честно говорю, прогуливал ребят в школе английский, сидели в компьютерных клубах. Мне бы очень хорошо поиграть вот так вот. И вот без шуток я во время стримов могу английский вот так вот очень неплохо на самом деле выучить. Без шуток говорю. Хотя бы такие вот какие-то, да, слова. Какие-то. Мне так кажется. Ну, правда, вы на меня ругаться будете, поэтому я лучше этого делать у вас не буду, лишний раз вас беспокоить. То сейчас скажете, что он все спрашивает. Хотя как кто-то, может быть, тоже вспомнит какие-то слова. Это мои типичные сны в 5 утра. Это чё? Я в целом не против. Но... Чего? Ну-ка, дай-ка сюда. Знать бы, куда тебе стрелять. Можно просто его... В башку. А, мы его расстреляем просто. Ага. Да вообще ни о чем. Сирен. Сайрен какой-то. Ну как бы и все. Ну это такой учебный, понимаю. Поняли, да, босс? Такой, просто как бы. Ну такой. Поугарать чисто. Окей. Ну, новичков много, я на самом деле к этому нормально отношусь. Прикольно. Прикольно, просто вот что будет дальше, когда мы выйдем с обучения. Вот это вопрос. Очень не стали затягивать, за что сразу респект. Не стали затягивать долго обучение. Вот тебе крафт, вот тебе стол, вот тебе первый босс. Просто увидел, все, молодец, все, давай, удачи. Не понял, что за сгустки энергии с них падают. Какие-то вот, как такой, как, какая-то как медуза. Интересно. Здорово, хорошего стрима, Гост. Мое почтение. What if it returns with greater disruptions? It's possible. We can't just sit here and wait, though. Meta, will you go back to the physical world with me? Он говорит, ты хочешь вернуться в физический мир со мной? Наверное, да. Разгрузка мне понравилась. Такая, да? Как материя, да. Спасибо за лайки, ребят.
Good luck, Meta. Как вам игра? Как вот первое ощущение я хочу от вас услышать. I can try and answer them for you. Самые первые, вот это вот. Как? Как, ребят, вот это вот самый вот старт, вот как вам? Вот знаете, вот это очень важно с самом начале. Чисто вот проникнуться, знаете? То есть самый старт, и ты как бы... Ну, ты начинаешь это. Я пока не пойму. Честно говорю, я не понимаю пока. Хорошо ли, плохо ли. Такой, какой-то психодел вроде как. Я жду какого-нибудь, знаешь, такого... Что-нибудь пожестче. Чтобы прям вот тяжело было, чтобы это... Ну, если честно, от мой РПГ далековато. Далековато. Вот у меня тоже пока 50 на 50. Надо еще пощупать. А как приземляться? А где я? Нифига. Fortnite? Look at that. 20 years after Starfall, and the world is still infested with Stardust. It looks like the monoliths here have been reactivated too. Чего? The key to all the Stardust pollution. Подожди. Так, во-первых, здесь вот так вот надо сделать, чтобы вы задание все-таки видели. Во. Это типа Фортнайта? Я не пойму, но в починки летим или че куда? Так, подождите, нам бы на какой-нибудь хайграунд прилететь. Какую-нибудь возвышенность. Вот здесь как раз бы полутались. Какая-то... Прикол. Дают время осмотреться. Какое-то место... Непонятное, но ладно. Так, ну, наверное. Все, заземляйся, родной. Made it. Let's set up a territory. А карта есть? Терминалы. Типа... Ну, карта далеко не маленькая. Левелы показаны, где, в какой точке левел. Прям показывается. Вот я навожу, видите? Левел 2, левел 15. Рыба. Редкие ресурсы, наверное, какие-то золотые, не знаю. Так, ну ладно, давайте постепенно. Во-первых, что это такое? У меня странное ощущение, что это чья-то шконка. Нет? Это не чье-то ли? Мотоцикл какой-то стоит. Хозяина нет, владельца. Так, мы второй левел, да, сейчас только? Так, дом примерно... А нужен ли он такой здоровый? Он у него пустой внутри. Я бы делал какой-нибудь небольшой домик. Рейди, да если бы можно было. Уже бы его отжал. Оп. Ага. Экспа пошла. Пошла экспа, фиксирую. Ага. Тоже чьи-то типа дома. Офигеть, здесь домов
Понимать бы, что они дают. Домов везде куча. Ресурсов, материалов тоже до хрена. Это фиолетовая какая-то. Здорово. Шмотки какие-то выпадают. Слушайте, а лут просто даже может валяться, поняли? Лут может просто валяться. Домов просто миллион. Прям везде. Теперь вопрос, где подстроить. Такие огромные дома строят, а есть ли смысл? Вообще, ну зачем? Пипец, тут не дома, тут целые, я не знаю, тут... Нужна какая-то прямая такая... Ну, обычная местность. Вот сбор, интересно, тоже качается, не качается? Какое-то, знаете, такое местечко, чтобы... Вроде бы мы и здесь, вот. Ну, смотри, вот здесь вот что-то можно пособирать. Этот островок очень интересный, нет? Квесты. Это квест или что это? Угу. Так, сейчас, секунду. Постоянно нужно не забывать пить. Пить перс очень любит. Для этого нужен свой дом. Battle Pass Experience. Я вроде никакого Battle Pass не покупал. Я тоже подумал, что на скале самое оно, просто вверх его построить и все. Уже есть у меня такие догадки. Вот смотрите, вот допустим я поставил пометку, да, типа найдите, кто плачет. О как. Ставится маршрут. Хорошо, а если я вот так хочу? Тачки лутаются, не лутаются, тоже можно посмотреть. Пока не наблюдаю. Вы нарочно, да, разрабы это сделали? Чтоб прям, знаете, вот... не просто животных, да, ввели, а вот прям... Ну вот, чтобы прям вот... Затестить игрока. Сейчас быстренько пробегусь и найдем местечко, где базу поставить. Мимо вот таких вот залежей я бы не пробегал. Кстати, очень интересно, в инвентаре есть где-то загруз инвентаря? Опа. 31 из 90. То есть он есть. То есть он фиксируется. Он имеет место быть.
Так, братцы, а вот вас я уже, извините. Шкуры, как говорится, сами себя не это. Малые пусть растут. Интересно, как здесь, кстати, квесты реализованы. Хайт вот как раз, кстати, с них падает. Я уверен, еще где-то понадобится. Кстати, по-моему, выпала мне какая-то куртка, нет? Чего? Что-то типа куртки или... Нет? Мне показалось? Нет, наверное, мне все-таки показалось. Нифига мне не показалось. Но у меня поинтереснее. Хорошо, а я могу, допустим, вот это каким-то образом модифицировать? Очень интересно. У меня, кстати, каким-то макаром 2 бабочки оказалось. И патры. Причем немало патриков на самом деле. Что за... Да, реально, есть квесты. Есть квесты, пока они не озвучены. Но они имеются. И я так понимаю, она дает дальше, то есть что делать. Чистая, мощная тема. Я бы вот здесь поставил базу. Жалко, за добычу я не вижу, что опыт давали. Мне просто интересно, как выглядят квесты. Паркур есть. По-моему, это апельсины. Ну да, тут целый сад. Причем, заметьте, за деревья дают опыт. Вот 4 экспы, 4 экспы. А вот за камень нет. Ну, за камень, за добычу руды. Очень интересно, кстати, где идет полоска опыта. Пока что вообще абсолютно непонятно, но очень интересно. Она же где-то есть? Ну, в основном всегда в мой РПГ снизу идет, да, какая-то полосочка. Как здесь, наугад, что ли, типа? Ё-моё, мы куда пришли? Сейчас, говорит, хозяин клея придет. Ага, да. Сейчас. Угу. Я у мамы поджигатель. Здесь, кстати, рекомендовано было написано 5-й левел. Все? Что там было написано? Требуется... Ага, лучший инструмент. И все, типа, просто поджечь. Анимация огня просто браво, да. Нет, опыт дается все-таки. Опыт дается. Не всегда, но дается. Но за деревья дают гораздо больше.
Кукуруза. Нет здесь ничего такого? Но вроде как исследовать хочется. Я только не знаю, вот будет что-то в таких местах лежать? Футбольный мяч. А, тут уже работяги. Ага. Тут уже работяги с 16 ганами бегают. Чуть такое. Странное какое-то место. Мечи, не мечи. Я не знаю, почему столько дается всяких пистолетных патронов и всего остального, но их просто миллион. Очень интересно. О, Абобус. А где я? А чё, плохо, что ли? Ага. А не вот в эти ли места надо стрелять, нет? В эти. Я даже знаю, чей дроп будет. Ага! Ха-ха-ха-ха! Это мы ему сбили эти. Все, угомонился? Какого-то маленького басецкого залутали. Легкий кирдык, что это? Что это сразу легкий кирдык? А что он? Я человек простой. Увидел Патау, взял, сразу залил его. Что это за фиолетовый значок? Сим, спасибо. Какой-то фиолетовый значок. Ого! Добро. Вот в этих вот фиолетовых темах дают какие-то неплохие очень ресурсы. Материалы надропаны. То есть исследовать все-таки надо такие заброшки, да? Угу. Угу. Прикольно. Очень неплохо сделано. Чего? Огненный какой-то. Ага. Что мне этот квест вообще не нравится. Войдите в туннель. Обалдеть. Какой-то сундук, я не знаю.
не знаю, что это, но что-то очень крутое, по-моему, нет? Знаете, что самое главное? Я вам покажу, что самое главное. Вот что самое главное. Привет. Что-то выбили. Меня интересует куртка. Абсолютно одинаковая. 0 разницы абсолютно. А тогда вопрос, что это я выбил? Видели же, да? Что это может быть? Как вы думаете? Какой-то типа плаща или куртки, или... От Дедгана, причем патров нет. Блин, жалко здесь. Ну, если честно, немного криповенько. Атмосферные локи. Как игруху? Пока не пойму. Ну, я так скажу, мне с моим аимом как бы здесь просто будет. А вот кому-то, конечно, наверное, тяжеловато. Так, типа теперь вернитесь, да? Или что это? Такие вот боссы, которые появляются, я правда пока не понял, за счет чего они появляются. Кстати, может быть, я рецепт крафта нашел. Может быть, это рецепт, ребят. Может такое быть. Реалистично улетают парни. Стрелы. Собираем просто все подряд. И чё? А, тут даже вот так вот. Чё по баллистике? Ёб твою мать! Сейчас в этих наушниках чуть ежа не родил. Мимики есть. А теперь как-то к сундукам не особо у меня есть желание подходить. Нормально, весело. Но вот эти вот все обследования, исследования, это да. Это неплохо. Но как будто мобов маловато. Как будто вот хочется, знаешь, чтоб вот что-то вот такое вот потяжелее было. Чтоб ты прям в каждое здание заходил со слезами, с соплями. Чего? За них, кстати, много дают, если чё. Красные шоты, соответственно, это криты.
Добрый вечер. Ага. Неплохо. Я думаю, все, что я сейчас выношу, мне это пригодится. Стопудово. Приятного. Но мне, знаете, что нравится? Что, я так понял, может быть, а может и не быть дроп. Ну, типа... А как наверх? Ход где-то отдельный. Парни. Тоже пойдет. Я думаю, что если они ее усложнят и добавят сюда орды, прям реально орды, ну, это будет довольно неприятно. Интересно, как восстанавливать здесь ХП. Вот это мне очень интересно. Как? Все. Возвращайтесь назад. Ну, давайте. Но то, что мимиков сюда добавили. Еда, давайте поэкспериментируем. В принципе, у нас, ну, как бы еды-то, в общем-то, и хватает. Кстати, шизу убавляет. Прикиньте. А ну-ка. Это тоже все еда? Это и воду дает, и этот. Сейчас бы грибочков, да. Energy. Угу. Водичку, кстати, да, нормально. Молочка бахнул. А вот это вот убавляет. Да, эту шизу убавляет. Обалдеть, минус 300. Сырое, я думаю, что лучше не надо пить. ХП. Все равно есть вопрос к регену. Есть вопрос к регену. Я не знаю пока, как регенится. Сабин, представляешь, на удивление, очень даже неплохой проект. Я очень скептически к нему отнесся. Сыро. Я вижу, что да, полу такое, полупустое. Есть такое. Но... я не могу сказать, что это плохо. У меня язык пока не поворачивается, так сказать. О! Халявный опыт, привет. Вот это очень плохо. Я смотрю, здесь нормально, да? Прям развлекало. Интересно, кому засчитают? Вот мне тоже что интересно. Если все будут бить...
Я не знаю, кому засчитали, но дроп я весь забрал. Давай. Я не знаю, что там у кого засчитывают, куда там кому засчитывают. Я все подрезал. Я только успел увидеть, как оранжевый дроп мне упал. Он даже до земли не успевает долетать, понимаешь? О, смотри, какая морковка. Зволь-то я посмотрю. Смотри. Ля. Для тебя надо сорвать. Потом будешь говорить. Привет, привет, ребят. Выгодно ли здесь выполнять квесты? Вот это тоже интересно. Репа. Парковка, ну, похоже. Издалека похоже была. Я думаю, что вот оно, ХП. Да. Чуть такое. Harvesting пост. Арзар пост. Чего? Не понял, ну ладно. Может быть, потом понятно будет. Так, ну мы идем сдавать квест. Но атмосферный был подвал. Немножко сжалось. Я сейчас без шуток говорю. Атмосфера была. В подвале, соглашусь, атмосфера была. Как вот прям добывается, я тоже слышу. Слышно, прям чувствуется. Процесс идет. Интересно, что он мне даст, этот... не этот, а это. Так, стой. Да ну тормози, ё-моё. Мне с вас вот этот хайд просто необходим. Мимик, да, тоже удивился, да. На мимике я прям, ну, не ожидал просто. Так, она говорит та-та-та-та-та, ну, как обычно, спасибо. И... Че, я не пойму, угораешь, что ли? Это продолжение ее квеста? Или мне кажется? Ага. На, держите. Крит ошибка. А вот и первая критическая ошибка этой игры. На ровном месте. Хочу заметить. На ровном месте. Угу. На ровном месте, ребята. А это бан, другалек. Я думаю, что она нам дальше квест дала. Бабенка это. Но засасывает. Но я повторюсь, я не могу сказать, что... Вау, игра там, боже мой, как круто. Не могу так сказать. Я говорю еще раз, я фанат. Я фанат МРПГ, и да, мне это всегда было интересно. Да, я всегда мне как бы заходила и хотелось играть. Но заслуга ли это игры? Или нет? Может, это не игра все-таки? Может быть, это все-таки... Может, это все-таки, ну, как бы... Это самое? Ну, дальше-то что? Вот, ну, ты построишься, хорошо, вот, здорово, классно. Обычная выживалка, да. А, сервак упал. Здорово. Ну, выживалку вижу. А дальше-то что? Очень интересно. Очень интересно. Сюжета нет, это потому что здесь нет русского языка. Я думаю, что он здесь неплохой.
Он, по крайней мере, ну какой-то он есть. Мне так кажется. То, что сюда накинут эвенты, это 100%. Я уверен в этом. Угу. Не-не-не, эвенты здесь сделают. Конечно, это, ребята, прекратите. Эвенты будут 100%. О, законнектилось. Пока что можно сделать скидку, что, ну да, наверное, как бы, ну типа... Season Details. Но это чистый. Это вот, если честно, вот это вот все. Это чистый New World. У меня есть очень стойкое ощущение предполагать. Прям вот честно говорю, я предполагаю, что это разрабы НВ. Прям вот разрабы. Так. Что бы я все-таки сейчас сделал перед вот этим выходом? Я хочу вот сюда. Вообще, вы знаете, еще лучше. Еще лучше. Вот смотри, Лока. 1, 2, 3, 4, да? Вот где-нибудь вот здесь вот базу воткнуть. Зачем на отшибе базу делать? Ну, зачем? А вот где-нибудь вот здесь я соглашусь. Угу. За киллы очень много дают. Очень много дают. Опыта, если, ну, соизмеримо. Здесь боссов соло не пройти. Ну, мы это посмотрим. Правильно? Пройти или не пройти. Неплохо. Хочется ли изучать мир? Наверное, да. Ну вот я, допустим, вот хочу посмотреть, что здесь. И как результат атмосфера есть. Антибиотики вот мы лутаем. В магазинах прилавки не пустые. Много очень всего. Очень много всего дают. Но перебор или нет? Перебор или нет? Вот я никак не пойму, машины все-таки можно лутать или нет? Машины, может быть, как-то вот для чего она, допустим? О как. У меня стойкое ощущение, что они ее оживят. Я почему-то прям уверен. Они эту игру, они в нее начнут заряжать просто, ну... Либо это будет тот же самый The Day Before. Где что-то вроде бы как бы что-то тут... Что-то началось, что-то зашло, бабки собрали и все, и до свидания. 300 лет ждали, 500 лет плакали, и по итогу все лососнули тунца. Тоже есть такой варик. То, что боссов в соло не пройти, ну, не знаю. Пока не сталкивался, утверждать не буду. Но вот то, что мир все-таки хочется изучать. Вот куда этот туннель пошел? Привет. Куда-то же он идет. Но тут, я так понял, подлутались, да? Залутали.
Чувак в чате пишет, а где можно найти кукурузу? Не знаю, в кукурузном поле. Вот этот прикольный функционал. Дает определенный... дает определенного, так скажем, движа. Здесь, конечно же, стоять будут сейчас все базы. Здесь будут стоять 100% с миллион баз. Миллион баз. Я поспорил бы, я бы все равно туда вот пошел дальше. Дает, ну, маленькую, можно сказать. Не то чтобы динамику, но нет вот этого, где слезть, где еще что-то. То есть, ну, он чуть-чуть движа дает определенного. ПВП серваки, я думаю, что будут интересные. Да, можно портаться. ПВП серваки будут интересные. Худ похож на телефонные игры 100%. Если не 200. Да. Нет, тачки пока мне ни одна не попадалась, открытые машины. Но очень интересно в плане... А есть ли что-то? Это вешать довольно просто. Ну, мне, по крайней мере. Шапки отлетают просто на ура. Я не понимаю, что вот это такое. То ли это какие-то боссы появляются. Давайте-ка проверим. Вот я забрал какие-то ресурсы. И чё? Угу. Просто так, да, лежит чемодан посреди этого. Привет. И очередное ружье падает. Я не знаю, вообще нужно, не нужно ли. Чё? Очень интересно в плане вот этих вот. Такое же, просто абсолютно прям под копирку. Угу. Погнали дальше. Вот так вот, ребята. Просто заходишь, а здесь лежит вот такой вот сундук. Ну-ка, подвинься. То бишь, магазины все-таки смотреть надо. 100%. Ресурсов не так много. Видов ресурсов, по крайней мере, пока что вот я смотрю. Очередной подвал. Очередной подвал. Мне здесь не очень нравится. Я смотрел фильм «Чужой» называется. Ничем это хорошим никогда не заканчивалось. Вот все залазы. Все остальное. Давайте просто свалим отсюда. Четвертый левел. Я так понял, фиолетовые вот эти вещи дают фиолки, когда выполняешь.
Их дают за определенные... Типа, когда ты собрал на территории какие-то, может быть, вещи, может быть, еще что-то. Короче, я так понял, тачки не лутаются. Да, лицехват и яйцечес. Вот, да-да-да. Из этой оперы. Мага залутать обязательно. Мага залутать на 1000000%. Мини-эвенты, да-да-да. На конкретной маленькой территории маленький эвент. Допустим, найди какой-то сундук. Я не знаю, там, найди что-то. Мне чисто поржать. Это чё? Это же станция, да? Электростанция. Станция. Когда-то говорили, что баловаться в таких местах лучше не надо. Очень интересно, а базу ты можешь ставить в любом месте или не в любом? Сейчас мы, кстати, это как раз и узнаем. Да ладно. Дома вот опять же. Есть ли смысл лутать? Либо только большие какие-то магазины, еще что-то. Какой смысл вот от лута домов? Вот я зашел. Ну, я неплохо насобирал, на самом деле. Ресурсы, запчасти, то есть что-то постоянно падает. Мобы максимально пассивные. Абсолютно я в них ничего не вижу, не чувствую. Такие они полуунылые. Но заметьте, даже в домах есть вот эти сундуки. Хорошие, бодрые сундучки, которые, в общем-то, очень неплохо насыпают. Но самые обычные ресы. Так, друзья, я предлагаю где-нибудь вот здесь, например, поставить базу. Где-нибудь здесь вот найти местечко. И влупить здесь Базевич. Как сделал вот этот вот молодой человек. Молодой и горячий. Я думаю, что вот оно наше место. Просто вот вся зона здесь будет. Поставить базу нужно вспоминать как. Я как-то... Т, по-моему, Т, да? Я бы ее вот так вот воткнул. Здорово, Пах, здорово, родной. Есть такое. Крафт. Крафт. Крафт, в первую очередь, это стрелы. Стрелы будут крафтиться 2 минуты 145 штук. Очень много стрел сделал. У меня вопрос к вот этому молотку. Антибиотики. Даже может быть такое. Ага. Энергию дает, что-то крафтится. Ну, с водой, едой здесь, я думаю, проблем нет. Абсолютно. Угу. Weapon craft. Armor craft. Угу. Так, что он хочет? Билд какой-то бенч. Бенч. Что интересно такое этот бенч? Build disassembly bench какой-то. Очень интересно.
Можно, кстати, камушки пока добывать, пока все это дело строится, чтобы не втыкать, не стоять. Угу. А. А. А, прям респ. Погоди-ка, а как ее... А здесь не хочет строиться. Может быть, какие-то условия нужны? Может быть, какие-то прям условия или что-то типа того? Так. Мне вот интересно, знаете что? Где бы интересно посмотреть крют X, а здесь такой же, да? Может быть, зоны типа пересекаются, вы думаете, эти? Ну, здесь есть другой игрок, но он довольно далеко. Вы думаете, настолько надо прям далеко ставить? Вообще не исключено, конечно. Может быть, вообще вот это вот стоит убрать? Но опять же, а как ты теперь это уберешь? Наверное, это же теперь не уберешь. Можем, в принципе, и внизу. Я думаю, что рядом, типа это. Рядом. Хотя нет, вот красная зона, типа, где строиться нельзя. Не. Вот радиус мы вроде никого не это. Очень странно. Также здесь интересно. Фундамент, но она же уже идет вроде с фундаментом. Не, мы здесь, вот здесь вообще она никому не будет мешать.
Может быть, ближе вот сюда? Но это вряд ли. Странно. Может быть, попробовать место сменить? Ну, давайте. Это, короче, типа кемп, как лагерь. Может быть, вот это мешает здесь. Уже как вариант. Вот он поставил, да. Чуваки-то как-то ставят. Ну, здесь на каждом, мать их, углу наставлено. Дом. Интересно. Ну ладно, пойдем просто дальше на квест. Сейчас мы найдем место все равно. Я думаю, что, может быть, даже здания друг на друга не накладываются. Тут такие домища строят, я не знаю для чего, для кого. Просто чисто поугарать, и рядом, видишь, кемпу строят. Где все крафтят. Но их здесь просто миллион. Лагерей этих, просто их какое-то невероятное количество. Абсолютно. Это, по-моему, не чье-то. Да, это просто типа от игры идет. Смотри, какие строят хоромы. Город. Чего? Мы разговариваем, я так понимаю, по поводу этой, да, бабы? Угу. Ну, то, что не озвучили, это, конечно... Я не понимаю, к ней ведет стрелка. Give the goods. Быть вот это? Во! Так. Есть такое. Здесь у нас есть почта. Понял. Здесь есть какой-то чувак. Барыжит всем подряд. Это наша валюта.
Ну и, конечно же, донат. Донат, 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 донат. Угу. В принципе. Все равно этого немерено всего. Мясо очень дорогое. Мясо крокодила тоже немало стоит. Угу. Чуть-чуть забарыжим. Эту я специально продал. На стволы продает всякие обвесы. Мы, кстати, этот материал где-то собрали. Я думаю, что как игра... Что за звук, блядь? Мы, кстати, этот материал, я так думаю, что с боссов собираем. Я не думаю, я уверен. Телепорт. Короче, что мы имеем? Мы имеем следующее. Есть локации, которые нужно изучать. 100%. Там посмотрел, тут посмотрел, здесь квест, там квест, тут взял, там взял. Что, в принципе, неудивительно. Что еще мы знаем? Они, видите, вот они прям кучками. Я предлагаю... Вот они даются. Все, я понял. Видишь, это вот эти вот дается вот эта валюта. Я предлагаю сделать вот так. Вот здесь вот мы зачистили. Мы же залутали, да? Вот здесь вот где-то стоит чувак. Самое смешное, что он где-то вот вообще вот там. Реально базу сюда воткнул. Почему я-то не могу воткнуть? Дайте мне тоже... Как взял базу, все воткнул. Гений. Так. Товарищ у нас тоже даст нам квест. Очень не хватает русской озвучки. Это было бы интересно послушать. Угу. Прикольно. Мне покоя не дают, где базу поставить. Что хотите говорить? Я прям в раздумьях. Дельта Форс не особо интересен проект. Привет. Угу. Колды, я колду не особо люблю. Как игра? Пока что не особо понятно. Пока что.
Я просто камнем камень добываю. Season Shop даже есть. Пошла откачка бабла. Угу. Ну, это понятно. Донат они придумали сразу. Просто схода. Ни на секунду вообще не удивлен. Абсолютно. Озвучку не сделали, но донат он есть. Почему я не могу построить нигде? Я не могу никак понять. Почему вот здесь вот, допустим, я не могу построить? Пока, к сожалению, ребят, не понимаю. Почему-то не могу построить базу. Все четко, все понятно, но базу не понимаю, как построить. И что такое disassembly bench, я тоже хз. От слов совсем. Может быть, да, может быть, сначала кемп надо поставить. Но, если честно, я сомневаюсь. То, что прям, ну, от кемпа играет. Кемп — это кемп. Что-то уже такое. Поинтереснее, ребята. Что же вы здесь дефали? С упора. О как. Ага, сундук открыт, да? Это что это у нас тут такое? Самое забавное, что я попал в голову. Оксид. Знаете, на что похоже? На Лило и Стич, помните? На этот мультик очень похоже. 5-й левел тем временем забираем. Так, чисто, знаешь, мимоходом проходя. Я не понимаю, вот это что такое показано. Угу. Вот такое ощущение, что вот здесь вот есть место. Есть, да, место. Я думаю, что там тоже все везде застроено. Интересно, кстати, перс плавает или нет? Добавили они это? Это очень интересно.
Но они должны были это сделать. Не понял. Хорошо, вот здесь-то я могу поставить? Все это очень странно. Хорошо. Я правда, я в недоумении в небольшом. Хорошо, я ставлю здесь. Enable to place. Почему? Он же горит синим. Он же вроде горит синим. Во, поставился. Может, больше раз нажимать, типа, надо? О. Я прям клацаю прям из всех возможных и невозможных сил. Ну, ты поставишь сегодня? Здесь баз точно нет чужих. Целевого здания нет. Понять целевое здание. Как пристройку к компу не делает он. Здесь вот место просто отличное. Реально отличное. Подожди, ну вот он сейчас же был, да? Оп, видел? Как будто он прям появился, да? Ну, вот. Нет. Я не могу понять, из-за чего он не ставится. Хоть убейте меня. Конечно, скажет кто-то какое-то объяснение. Да. Вопрос. Вопрос. У меня нет догадок. Теперь кемп мешает. Как он может мешать?
Не, ну вы сами просто посудите. Как? А как у людей рядом с кемпом стоит? Вообще не понимаю. Как это возможно? У людей рядом с кемпом прям стоит. Я одного не понимаю, почему он... Типа... Я правда, я хз как поставить. Я не знаю. Попробуй по обучению пройтись. Build Disassembly Bench. Что такое Disassembly Bench? Вот как здесь разобраться? Disassembly Bench. Верстак для разборки. Как же нам верстак-то этот скрафтить? Ничего подобного не вижу. Как его поставить? У людей же как-то рядом эта херня стоит. Я хз. Главное, я не могу понять, куда идти. Ну, типа такая, знаешь, патовая довольно ситуация. Вообще непонятно. Нажимаю на Б, вот Б. Ничего, вообще да, даже нет догадок примерных. Ладно. Погнали дальше. Build Assembly Bench. Может быть, сейчас куда-то придем. Может быть, не знаю. Так, давайте посмотрим. Стоит чувак. Просит что-то. Чувак прикольно отрисован. Вообще просто бомба. Полюбас попросит что-нибудь принести, да? И это вообще хз где? Где-то в очке мира. Хотел бы пройти Детройт на хорошую концовку. Чего? Типа надо обязательно игры на хорошие концовки проходить? Или все-таки стоит игры проходить, типа, ну как по кайфу? Так как, типа, ну ты их прошел, нет? Нет. Вообще никогда этого не понимал. Пройти игры на хорошую концовку. По-моему, это немного странно.
Что еще раз? Надо поставить эту базу через Б. Через Б. Через Б. Откроется меню строительства. Там будут доступны станки. А где? Как? Как понять, допустим... F6 не работает кнопка. Можно вот так вот, может быть. Секунду. Сложно. F6. Ну, это обычная инфа. Вики. Claim. Такие а-ля ачивки. Пресс B и правой кнопкой мыши правой нажимаю вроде. Нет. Nice work. I've managed to unlock some memetics from Mitsuko. If you access them through your cradle, you'll be able to craft and build what we need. Ага. Знаете, в чем прикол? Правой кнопкой, левой кнопкой мыши было подтверждение. Open build меню. Я ж тебя найду. Какой-то там бенч. Какой-то там бенч. Миру. Я даже близко не представляю, где эта хрень может быть. Как он еще раз называется? У меня есть вообще нормально. Как интересно это... Преапгрейд. На автобусы чисто по расписанию, реально. У меня отличные соседи будут. С дальностью, кстати. Это чё?
Чего? Станок для переплавки? Или... Мне кажется... Я, мать твою, тебя нашел. Ты просто мой. Угу. Even with memetics, you still won't be able to craft anything out of thin air. We'd better gather some ore and logs. Так. Пошло пожилой прогресс. Секунду. Это лог, да, дается? У меня стойкое ощущение, что надо строить миллиард здесь станков. Ты ресурсы можешь добыть. Типа, все классно, все здорово. У меня стойкое ощущение, что у тебя не будет. А ну-ка, стой. А как вот здесь что-то построить? Вот как на своей территории что-то построить? Может быть, так же? Нет. По идее, все через Б. Нет. По идее, наверное, как-то вот так. И теперь, так как я открыл... Ну да. Здорово. А копер уже крафтится вот здесь. То есть я беру. Словно, да? Мы взяли, поставили. Дальше я подошел. Закинул туда вот это. Это, если я не ошибаюсь, уголь. Верно же, да? Мы древесину в уголь перерабатываем. Так. Древесину в уголь. Угу. У меня есть, кстати, очень кучерявое место на самом деле. Есть деревьев, я не знаю, это их просто миллиард. Самое главное здесь вот это. И вон там его столько. Мне кажется, я нигде столько не видел. Я уже понял, родной, я понял. Так. И то есть я просто вышел и пошел деревья фармить. Они еще и опыт дают. Это лучшее. Очень крутое место. И полутаться здесь же можно. По крайней мере, для начала пойдет. У меня стойкое ощущение, как будто надо еще одну поставить. Такую вот штучку. Нет? Так, ну ладно, здесь подходит.
4 секунды, 3, 2, 1. Пошел процесс. Собрали. Опыта дали, просто забей. Просто миллион. Опять делаем раз. Делаем два. Что нужно для того? Бывает. А теперь вопрос. А вот и это. Угу. Угу. Поехали. Все, 100% вторую такую надо ставить. Пока что. Дальше, если что, уберем. Поехали, парни. Пошел процесс. Процесс запущен. Так. Процесс добра пошел. О, здесь деревца хорошие растут, добротные. Добро фиксируется. А чё, автобусная остановка рядом, все рядом. Вон автобус едет. Одни плюсы. Здесь лосики какие-то полуобрыганные бегают. Здесь же он этот добываешь. Здесь все есть. Потрясающе. Мне здесь очень нравится. Сейчас мы выставим второе. Ребята, а как она дословно переводится? Как типа плавильня, да? Кто у нас англичане? Как дословно вот это переводится? Вот то, что я сейчас построил. Игрушка получает неожиданный поворот. Очень неожиданный. Печь. А, печь просто. Я лес рублю. Лес, лесник. Сру. Это у нас печь. Так. Ох, сколько мы налутали-то. Еле прет, бедолага. Так. Уголь есть. Поехали, дальше пошло. Ага, здесь 5 минут еще будет перевариваться. Потрясающе. А, можно прям вот так, да, делать? А, нет, это дальше будет. Тогда это... Здесь 6 минут, здесь 5 минут. Значит, дальше плавим вот эту вещь. Ждем? Ждем 5 минут. В принципе. Ягодки пока пособираем. Деревья порубим. Автобус, он просто своей жизнью живет. А вот зайти вот в соседнее здание и подлутаться, вот это вот, по-моему, очень неплохая затея. Самое главное заряжать, чтобы постоянно работали печи. Постоянно. Игра онлайн, да, это мой РПГ. Начинает получать игра очень интересный оборот. Очень интересный. Я бы сказал, неожиданный. Вот так вот я бы сказал. Слушайте, я не знаю как, почему здесь никто дома не строил, но мне кажется, может, автобусы все боялись. Но, по-моему, это гениальное реально место, реально гениальное. Мне надо волыну, знаешь, такую, которая чисто тапает. Как вы думаете, почему здесь охраняет? Даже руки-ноги им отлетают.
Может, что-нибудь есть? Не. Здорово. Здорово. Неплохо. Чуть-чуть подсобрали. А Бобус? А, он этих привозит. Я понял, парни. О-о-о. 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 На смену работяг, да, привозит. Так, здесь процесс идет. Все хорошо. Пальмы выросли. Здоровые деревья выросли. Поехали дальше. Стоп. Соберу. Ну, ё-моё. Второй не понял, куда Лен делся. Ну ладно. Ресов здесь просто забейте. Ресов... Ну, я говорю, я уверен, то, что это побоялись все этого. Побоялись все... Я еще одну печь ставлю. Я отвечаю, это 100%. 100% здесь еще одна печь чисто под уголь. Я уверен, их потом можно дропнуть, все эти печки. И самое главное, у меня интерес, а где фундаменты есть? А, даже так может быть. Понял. Я понятия не имею, что вот это такое. Какой-то фильтр. Глаз, по-моему, стекло, да? Мне интересно, где фундамент под вот эту тему. Или они попозже, наверное, да, откроются. Интерьер, разные лестницы, хересницы. Это все у нас понятно. Крафт. Перерабатываем дерево. У меня со станка никто ничего забрать не может. Так, ну что ж. Пошла первая партия. Самая первая, понял. Пошла первая партия, 40 секунд всего осталось. Пока еще нарубим, туда же загрузим. Чтобы вообще больше к этому не подходить. Угу. Так, сейчас поставим. Кстати, а вот теперь вот здесь. Вот здесь. Вот здесь мы поставим вот такую штуку. Совершенно теперь здесь спокойно будем крафтиться. Стрелы, не стрелы. Все остальное. Вон апельсинчики, там мандаринчики. Все сюда. Это вот я понимаю. Вот это уровень. Есть. Собрал. Собрал. Сразу же загрузил. Пошла следующая партия. Сразу же. Поехали. Камни обычные. Все под пятой точкой. Все прям в упор. Отлично. И вот он.
То, что мы очень долго ждали. Nice. This is a strong Есть. foundation for us to build upon. I've set up a journey interface to help track our progress. For each task you complete, you'll unlock some supplies we can use. А можно точный перевод? Вот это как переводится? Такое ощущение, как будто какая-то переработка чего-то. Нет? Переработка мусора в материалы. Вот это другое уже дело. Здесь быстренько пройдусь. До ресов вообще бегать не приходится. Все вот прям вот оно. Просто забирай и все. Собери не хочу. Дальше, я так понимаю, разобрать мусор, наверное, да. Мы же не зря ее ставили, правильно? Я бы, наверное, сразу скрафтил. Глаз — это стекло. Так, мусор. А какой мусор? Никто не знает. Ну, наверное, это все. Old clothing. Или это все мусор? У меня стойкое ощущение, что это все типа мусор идет. Значит, все-таки собирать-то выгодно. Собирать-то выгодно это все дерьмо. Unlock. Это, по-моему... Сейчас я вспомню. Все здесь собираем. Как же я открывал эту меню? Не помните, ребят? Как-то я открывал менюшечку. А менюшечка была на самом деле очень простая. Ага. Так. Специализация. Специализация или что? Я так понимаю... Наверное, быстрее добывается какой-то материал. Или нет, или да. Либо же ты можешь сделать какие-то крутые... крутые вот эти вот... Так скажем, для добычи. Наверное, да? Крутые какие-то эти... Кровати, столы. Как вы думаете, ребят, что лучше? Я вот тоже вот думаю почему-то вот это вот. Давай в сбор.
Так, есть. Специальность. Стой, 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 стой. А как ее открыть? Или он сразу берется? No specialization yet. No specialization. Как же ее взять-то теперь? Специализацию-то мы взяли. Либо она сразу ставится. Наверное, сразу. Что мы еще можем открыть? Угу. Здесь уже в бронзу мы выходим. Угу. Уже в бронзу. Так, а что вот это такое? О. О. Скаут дронс. Угу. А это что такое? Соль, сахар, типа готовить, наверное. Ну и дом. Ступеньки, хереньки. Gear Storage. Такое ощущение, как будто вот это. Угу. Понять бы, что это. Если я все правильно подумал, я сейчас подойду к столу, и у меня будет открыт рецепт нового топора. Ни хера непонятно, но безумно все очень интересно это. Если я не ошибаюсь. А может быть и в верстаке. Да ё-моё. Угу. Сюда. И сюда. Unlock Memetic Storage
Expansion. Mimetic Storage. Storage. Вы видите кто-нибудь? Storage. Here storage. Я не думаю, что выше. Еще раз. Storage. Storage. Я в глаза долблюсь. 4-я вкладка. Basic Storage. Думаете, это вот и есть Basic Storage? Наверное, да. В любом случае нам это пригодится, вся стройка. Я думаю, что вот он точкой помечен. Это мы можем делать... Ага, сундуки. Так. Build any storage crate. Build any storage. Если честно, очень не хватает, мать его, обычного фундамента, нет? Да, вот именно тебя-то вот здесь тут и не хватает. Немного не понял, почему он здесь вот он моросит, бестолочь. Я думаю, знаешь, из-за чего? Из-за того, что она неправильно немножко стоит. Я прям уверен. Так оно и оказалось. Все, здесь дальше делаем все по красоте. Woodwall. Ага. Сложновато они сделали в плане установки. Это все надо двигать. Это дальше. Мы сейчас просто воткнем стены. Одну секундочку. У меня вопрос к тому теперь, как, вот как, допустим, мне сейчас я открыл новый автобус, да? Автобус, блядь. Открыл новый топор. Как мне его закрафтить? Видите он?
Как мне это сделать? Есть, ребят, у кого-то какие-то догадки? Было бы отлично. А, лагерь это лагерь, да, есть верстак. Так, давайте очень внимательно посмотрим. Вот чуть-чуть дерева нарублю, а то с деревом вообще беда. За, кстати, переплавку дают очень много дерева. Опыта. Ну да, там станки висят. И место очень крутое. И камень, и дерево эти огромные. Крафт нам нужно, по идее, да, сначала изучить. Да ё-моё. А изучение, знаешь, где крафта? Оно там же, по-моему, через таб. Так, шкуры собираем потихонечку. Поехали. Верстак. Верстак это 100% вот здесь. Tools. Я уверен, что это вот это прям. Я думаю, что вот это и есть верстак. Я не думаю, я уверен. Прям на 1000000%. Значит так, чтобы у нас здесь все пошло, нам нужно сделать вот так. Нет, нет, нет. Раз. Два. Три. Можно даже, в принципе, его... Вот так вот пока просто поставить и все, и голову не делать. Угу. Так, теперь, по идее, у меня открылся этот вот это было. Вот он. Да. Так, здесь сделаем зону, где стоят верстачки. Этот пока поставим вот сюда, переработка мусора. Так. О, привет. Фишинг-род. Удочка. Наживка. Прикол. Непонятно, что брать. Они здесь, видите? Вот какой топор лучше? Ну, что-то мне подсказывает, что вот этот. Вот этот у меня был, правильно? Я что я туплю? Вот он. 100%. Стопудово, да-да-да. Все. Дайте информацию, будет ли еще стрим. Я думаю, что мы можем посмотреть Масленникова.
Либо завтра 2 сделать. Не знаю. Я удивлен этим проектом. Я безумно удивлен, и мне абсолютно непонятно. А как так? А где мы это? Где мы? А почему? А где? А зачем? То есть для меня вот сейчас, допустим, пока непонятно. Но спасибо огромное. Сабин, рад тебя видеть, кстати. Так, а как мне топорик мой поставить? Как-то его... Знаете, что не вижу? Вот где топоры все? Где инструменты вот? Где их могу увидеть? Непонятно. В быстрый слот. Я чисто теоретически могу просто вот это вот так вот сделать. Вот это сделать вот так вот. Вот. То есть теперь... Вот. Процесс пойдет немного... все верно. Процесс пойдет немного по-другому. Но у меня вопрос. Это топор. А как же добывать руду? Почему у меня только топор? Я вот хочу, допустим, добывать более богатую какую-то дорогую руду. А, он, наверное, набором. Этот тоже обновился. Или нет? Я думаю, что все-таки они парой. Топор кирка, наверное, да. Ну, дерево он дает уже по 13, да. Угу. Дерево дает по 13. Это мы увидели. По-моему, они пары идут. Я тоже так думаю. Так, дальше. Поехали по квесту Build Any Storage Crate. Build Any Storage Crate. Storage. Можем себе позволить, в принципе. Хотя, нужен ли он? Обычный, просто большой. Просто большой-большой такой вот сундучело. А знаете, о чем думаю? Может быть, вот это вот вообще все снести и переставить туда? А ну-ка. Я же могу это сделать, да? Чисто теоретически. Или нет? А, это типа фундамент. Понял. Ну да, уже по 6 стало добываться. Угу. Ну, это старый топор. Так, и сюда я теперь, допустим, могу поставить... Что-то положить. Что-то сложить, да? Грены. Припасы. Кстати. Угу. Редкие штуки. Угу. Это со мной постоянно. Угу. Basic фурнитур. Basic фурнитур. Что это такое? Может быть, где-то здесь. Где-то с точкой должна быть.
Basic фурнитур, нормально. А, ну а как ты без дверей? Все правильно, мне их в любом случае открывать. И вот она, Basic фурнитур. Столы, стулья и прочее дичь. Как бы смешно не звучало, но и вот это тоже все надо учить. Ну типа, а как ты у тебя дома без крыши, что ли, будут? Лестница, 100%. Жилой гараж. Мне так подсказывает, что я еще в гараже смогу... Ну-ка, подождите-ка. Гараж. Вот. Даблдор. Так. Дабл. Сказал бы, чё. Что нам здесь нужно? Нам здесь нужно окно. Здесь хочу тоже окно. И вот здесь хочу окно. Все остальное... Чё? Чё за огрызки? Во! Он прям упирается, да, вот в это место. Он прям не хочет сюда никак ставить. Угу. Угу. А сюда он поставит. Отлично. У меня тоже странное ощущение, то что вот здесь просто нет фундамента. Нет, фундамент здесь есть. Слушайте, ну если такая карусель, можно вообще, в принципе, пол сделать... Вот вообще сделать вот здесь. Сигналь знаешь кому? Могу вообще вот так сделать. Переносим сюда. Здесь получается эту стену мы просто отсюда забираем. Да и в принципе-то она вообще и как бы-то и не тарахтела, эта стена. У меня тогда вопрос следующий. А двери-то есть? Мы изучили двери. Мы все с вами изучили, все здорово, все очень прекрасно. А двери где? Теремок. Из трубы валит дымок. Из окна летит мотив. Из трубы тоже что-то летит. Угу. Мне очень интересно. Понастрою сейчас. Но это потом. Как-нибудь.
Угу. Ну, второй точно будет. В принципе, это обзорный, в любом случае. Давайте крыши потестим, посмотрим просто, есть ли крыши, как они выглядят. Это все стены. Да, это обзорный стримчик. Допустим, вот как крыша будет. Что-то не то. Не кажется вам, нет? Допустим, вот так. Я у мамы. Строитель. А вот это вот что такое? Ага. Еще бы разобраться бы, что есть что. Тут столько всего всяких вот этих вот приколюх. С окошечками есть, блядь, без окошечек. Такие, сякие. В общем, здесь крути как хочешь. Есть вот такая вот даже небольшая, вот, допустим, какая-то крыша, видишь? Очень классно. Очень классно. В этом плане очень круто, конечно, сделали. Прям можно размахнуться. Очень здорово. Так, ну да ладно. Мы сейчас вообще не об этом. Нам очень интересно, что такое все-таки гараж. Самое главное, как он ставится. Он ставится на фундамент. На что он ставится? А еще интереснее, знаете что? Build a bed. Даже ворота есть, кстати, такие. Build a bed. Я так понимаю. Фурнитура. Bed. Build a bed. Угу. Так. Sleep in the bed. И чешется еще лежит. В ботинках. Ай-яй-яй-яй-яй. Unlock guild. Гир. Мне кажется, что вот здесь вот все и строится. Угу. Ну да, вот она бита пошла. Угу. С крышей все я понял. Здесь, в принципе, предельно все понятно. Давайте дальше просто по квесту посмотрим, ребят. Мы сейчас с вами все-таки тестим. Такой обзорный стримчик. Так, что здесь можно делать? Крафт мили вепон. Крафти милишное оружие. Мили вепон. Да. Вполне. Можем себе позволить. Экипировка. Есть экипировка. Крафт вепон. Add the gear. Workbench.
Weapon. Очень интересно, какие материалы здесь нужны. Какие-то, кстати, вещи я тир 2 могу сделать. Допустим, от кроссбоу я могу его сделать тир 2. Пожалуйста. И вот он тебе говорит теперь, дружочек, иди-ка ты делай. Кстати, разница очень большая. Очень большая. В уроне просто колоссальная разница. Ну и здесь уже, конечно же, он говорит какой-то кристалл. Угу. А вот пистолет, допустим, как сделать? А, да ладно. То есть я как-то... Подождите секунду. Окей, Валера. Ну что ж, первый огнестрел. Привет. То есть это теперь... Вот и наш первый огнестрел. И, кстати, если мне не изменяет память... Вот. Он теперь говорит: крафтани-ка ты, дружок, арморчик себе. Самое смешное, что... О как. Тоже тир 2 можно. Самое смешное, что особо не отличается. Здесь бонусов вообще ни о чем. Как этот намордник скрафтить? Угу. Этого здесь не хватает. Намордника я себе не сделаю. Хотя простенький. А вот возьму и сделаю. А вот возьму и сделаю даже этого тира. Я думаю, что он мне сейчас засчитает, да? Вот. Угу. Unlock Ammunition 1. Unlock. Угу. Ну это само собой, чтобы... Угу. Чтобы все эти вещи как бы можно было... Построй гараж. С гаражом, я вам серьезно говорю, я не понял этой прикола. Он вроде как должен отдельно стоять. То есть вот гараж, каким он образом, как он стоит. Может быть, он к чему-то идет. Может быть, все-таки под него фундамент нужен. Вот это для меня вот остается прям, ну, загадкой. Я думаю, что все-таки, наверное, он хочет фундамент. Без проблем. Окей. А вот так вот. Даже сделаем, да? Фундамент. Думаете, фундамент? Вроде как должно хватить, нет? Опа. Неа. Не фундамент.
Стоп. Что-то там проскочило. Стоп, подождите, а это пол. Это, наверное, не фундамент. Реально. Это, блин, фундамент у меня. Скрафти мотоцикл. Чего? Где? Вопросов очень много и так мало ответов. Угу. Ага. Так. Чик. Колесики, колесики, та-та-та-та-та. Ага. Не, ну мы сильно-то выеживаться не будем. Привет. Проедь 100 метров на мотоцикле. Я сейчас проеду 100 метров, у меня персонаж откиснет. Можно немножечко вот так вот сделать, а то что-то как-то вообще не внушает доверия. Проехать. А как? Ну, слабенький, конечно, дырчик, но... Ха-ха, дурак. Repair. А чё по скорости, я не пойму. У меня на Урале он быстрее ездил. Помянем. Может быть, заехать? Типа, Repair это же починка? Нет? Repair не починка вообще случаем? — 40 километров в час мотоцикл едет. Электро или что? Слезть как? Не понял, как, ну ладно. Repair. Репария как? Репаро. К нему подойти, типа... Refuel. Repair. Фиксирую. Have one friend. Ну ты игра, ну ты серьезно? Ты сейчас вот серьезно? То есть она мне говорит, у тебя должен быть один лучший друг. Я в тильте. Улучшить можно мод, но там очень много, на него нужно всего.
Но это, знаете, да-да-да, маркетинговый ход такой, причем довольно... Ой-ой-ой-ой-ой, классно. Выстрелы оружия классно сделали. Прям чувствую. Базар Зира. Может быть, как-то... Если честно, арбалет, по-моему, вообще имба абсолютно дисбалансная. По-моему. Нет? Или мне так кажется? По-моему, арбалет вообще неадекватен. Он в голову просто шотает. Зачем друг, конечно, когда есть оранжевый друг? Вот это да. Тут согласен. Пистолет в голову. Шляпа вообще полная. Огнестрел. Ну, такое. Слушайте, ну, в целом, мне, в принципе, все понятно. Я думаю, что дальше просто вот, если будем залетать в эту игру, то, ну, она ее можно на самом деле пробежать. Даже на ПВЕ. Мое личное мнение, что это что-то довольно интересное. Когда у тебя появляется транспорт, все равно ты быстрее бегаешь. То есть, допустим, вот, ну вот просто ради интереса, с какой скоростью он едет просто по прямой. Вот, допустим, да, вот я сел, вот я хочу ехать по квесту. С какой скоростью он у меня поедет? Не, ребятки, ну это очень хорошая скорость. 73, то есть это я доберусь до точки назначения, навигатор в правом верхнем углу. В общем-то, ну, очень все недурно. То есть ты просто взял и вот поехал до точки. Ехать, ну, мне кажется, вообще ни о чем. Что-то стало интересно, взял, залутал. Опять же, допустим, да, смотришь, вот. Почему, допустим, вот сюда вот не заехать? Почему сюда не заехать? Вот какое-то место. Взял, остановился. Просто слез. Вот. Кто кролик? Может быть, ты? Другалек. И, в общем-то, как-то так. Арбалет имба. 100%. Я бы, наверное, ходил все-таки с арбашом. Он, ну, слишком он имбалансный. В жбан сразу просто улетает шляпа. То есть даже без шансов, без каких-либо там этих. И опять же, вот, допустим, есть домик. Взял, залутал. Ну, конечно же, здесь сразу же желтый сундук. Привет. Все собрал, все забрал. Лишний раз с зомбаками связываться, в принципе, даже и смысла нет. Арбаш шотает сразу. И вот, как мы видим, вот они сразу два желтых сундука. Залутали, увидели, что... Да, по идее, он на карте же должен теперь... Или нет? По идее, должен быть вот такой вот, типа... Что это за прикол, ребят? Смотрите. Подождите. Секунду. Он мне показывает в другое место. А куда он мне показывает? Не вот в этот ли дом? Вот координаты.
Может быть, он показывает здесь что-то найти? Может быть, здесь что-то типа найти нужно? Нет, мы так не подумали на эту тему. Кстати, есть какие-то зараженные типы, вот они взрываются, а есть просто обычные работяги. Может быть, все-таки типа... домики с галочкой, но вот смотри, вот я дома, допустим, лутаю, но доп-квеста нет. Однако... Ни хрена себе. Домик. Вот так вот. Просто остановился. Очень интересно. Это вот на тему поизучать. Я думаю, где вот эти друзья, там и какой-то движ творится, нет? Представляешь, смотри, что делается. Самое забавное, да, по-моему, я тоже это увидел. О, братцы. Вот это вот просто ваша критическая ошибка. У меня такое ощущение, что ночью их больше. Всяких вот этих вот ништяков. Нет? Я здесь прям бегаю, прыгаю. Голова просто улетает. Какие-то записки, еще что-то. Но здесь можно прям чистый рейд сделать по этим всем домам, по этим местам. Я так думаю, что для этого, собственно... Здесь, оказывается, даже вот так вот можно делать. Очень реалистично. Прикольно сделали. Просто отлет головы. Можно в тело даже, в принципе, давать. Но интересно.
Прикольно, интересно. Довольно необычно. Прикол с автобусом? Нет. Что за прикол с автобусом? Мотоцикл реализован крайне ублюдски. Я думаю, что они его будут доделывать, дорабатывать. Как-то каким-то макаром. Поправлять. Прям просто заходишь. Лута много, но вот какие-то вещи ты лутаешь очень редкие. Вот как вот, видишь, вот опять же, вот где-то вот здесь есть второй этаж, но я не вижу, как туда забираться. Но он есть. Видите? О. А все бы мимо пробежали, 99%. Никто бы даже внимания не обратил на это. С одного здания, на самом деле, хламья, тряпья, всякого дропа очень много, но... Помните, в самом начале игры я четко сказал то, что здесь эту игру похоронит огромное количество дропа. Вам кажется, что его много. Вот мы сейчас один раз переварили, да, этот дроп. И все, его не осталось. Ну, типа, а дроп-то нет. Поэтому здесь... пердолик. Вот, а дроп-то нет. Понимаете? То есть, дроп как такового и не осталось. От слов совсем. Вот, так что... Так что как-то так. Это телепорт. Можно бахнуть. То есть, я так понимаю, открывая вышки телепорта, мы можем, соответственно, перемещаться. Раз, два. В любую точку. Классно сделали. Прикольно. Интересно. Вот это я до сих пор так и не понял, что это такое. Вот это. Заезжаешь, знаешь, как в какой-то... Как... Да ё-моё. Как в какой-то пузырь заезжаешь. Для меня это пока под вопросом. Что это такое? Да, кстати, можно с мото вот так слезать. Вообще не понял, что это такое. Видишь, где-то есть какие места. Очень интересно будет это мнение по поводу вашей игры. Очень интересно. Прям вот очень интересно. ВП-зона? Прикольно. Нормально, нормально. Срезать здесь лучше не надо. На каждого игрока свой дроп. Очень интересно. Интересно, что они подразумевают под понятием PvP-зона. То есть, я так понимаю, это то, где я просто взял, правильно вылез. Нет.
Ам. Что сделать надо? Find a way to interact with the... Найди путь. Я понял, с пузыря, если выходишь, то все. Очень интересно. Шутя здесь я. Очень много дается за выполнение квестов. Открой кейс, а я его не могу пока открыть. Что-то надо как-то со статуей. Может быть, эмоцию какую-то. Такое ощущение, как будто, знаете... А здесь есть эмоция? Эмоции, а я их не вижу, ребят. Может быть, есть что-то типа помолиться? А как? Знаете, наверное, как? Типа... Да, помолились. Круто. Круто. И, соответственно, теперь дальше садишься и уезжаешь. Пузырями тоже неплохо придумали. Интересно. Значит, что я хочу сказать. Я пока не понял. Я пока абсолютно не понял, что за игра. Я буду ждать ваших отзывов. Но онлайн я не смотрю, потому что сейчас многие отдыхают. И как бы это такое все это шляпа. Вот. Мне интересно именно, что вы скажете на тему вообще игры. Стоит, не стоит. Может быть, поиграть еще в нее. Дать ей, может быть, какой-то шанс или вообще про нее забыть. Сразу хочу сказать то, что, в принципе, я больше года ждал сервак, на который я буду в любом случае врываться. Это полиняги High Five. Играть будем на ВК Play. И кому интересно, обязательно добавляйтесь в телеграм-канал. За русский язык 100% минус. Это, ну, такое. Прям такой какой-то козий движ. Они очень много сейчас игроков потеряют. Поэтому, ну, не знаю. Такое, под вопросом. Кому-то не напрягает, кому-то напрягает. Честно, мне вообще, в принципе, без разницы. Предельно все понятно, все ясно, поэтому до этого докопаться не могу. Интересно? Да, интересно.
3 часа прошли, я не заметил как. 50 на 50. Мнение об игре. Есть ли у нее будущее, понятия не имею. Что ждать от разрабов, не знаю, но потенциал очень неплохой. То есть прям вот очень неплохой потенциал. Поэтому, друзья мои, ну что я могу сказать? Могу сказать только следующее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии к этой игре. Как по мне, примитивно, неплохо, интересно. Есть плюсы, есть минусы. А что будет? Очень сложно. Очень сложно. Поэтому жду от вас отзыва. Комментарии, лайк. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать ежедневные стримы. Ссылочку на наших оранжевых партнеров оставил внизу в описании. Всем добра, бобра, удачи. Ну и берегите себя. Давайте увидимся, ребят. Это было очень круто.